Это вторая серия, как строилась теплица в Сибири. Есен, тебя все хвалят в Ютубе. Да? Говорят, дедушке отдельный привет, поклон.
Че, Есен? Как дела? Хорошо. Ну, расскажи, вот этот вариант нормальный? Да? Закрытие или что-то другое посоветуешь? Ну, Нормально, хороший вариант. А еще есть какой штукатурки? Как еще закрыть вот этот пенополистирол можно? Ну, можно еще и это, сетку на нее и раствором. Как думаешь, Штукатурить. ты делал камнем это, да? Надо. Можно типа камня сделать, по-всякому можно сделать. Ну, камнем можно выложить. А 3 сантиметра хватит утепления, как думаешь? Ну, маловато. Но я подумал, что может быть снег и это, ну еще же снег Да, привалит. снег поможет, да. Есен, тебя все хвалят в Ютубе. Да. Говорят, дедушке отдельный привет, поклон. Дедушка, отдельный привет. Да, и поклон. Ну ты им тоже скажи что-нибудь. Как, чтобы это, ну, пожелание молодежи какое-нибудь сделай. Да. Что пожелать им, да они были, чтобы устремленными вперед к коммунизму. Че, Есен, как саморезы по бетону работают? Хорошо, хорошо затеял. Хороший вариант. Да. Так, следующую поставим. Вот это добавим, да? Ладно, я потом комплекс. Есен, лучше, чем дюбель гвоздь или так же примерно? Гвоздь не дотягивать, его надо по-другому делать. Как? Вовнутрь вставлять, это целая история. Намечайте, это времени много уходит. Короче, у этого сейчас сколько у нас? 7,5 диаметр, да, ты взял сейчас вот еще? Да, 7,5. 7,5, а сверлишь каким сверлом? 5 Шестерка. или 6? 5 не тянет. Не тянет 5? Да, саморез ломается. Короче, сверлим шестеркой буром. И 7,5 у нас саморез по бетону. Так, дырку потом тогда. Отметьте.
Приветствую всех любителей экзотики, теплиц, выращивания цитрусовых, прочих растений. Значит, закончили мы теплицу практически, еще есть какие-то недоделки, но, собственно, уже запускаем в зиму. Значит, это деревянная теплица заглубленная, 2 метра в глубину, плюс еще погреб, как вы все видели. Материал в основном сибирский кедр, что-то покрыли составом, все это в видео старался показывать. Но сейчас еще более конкретней, пройдемся по нюансам. Постараюсь все еще рассказать что-то. Если не успею, задавайте вопросы. В принципе, можно будет всегда потом доснять. Ну, сейчас пойдем на задний двор, так скажем, второй вход. То есть первый вход у нас отсюда центральный. Там идет спуск и тамбур. И пойдем сейчас сюда, с этой стороны. Итак, здесь у нас что? Здесь у нас вентиляция, то есть это приточка. Вот одна, она уходит вниз, и в теплицу, в нижнюю часть теплицы заходит. И вторая приточка, вот она. Это чисто, ну, воздушное, так скажем, воздушное отверстие для проветривания. Вот, посмотрим, как будет работать зимой. Вот, одну зиму отработала, ну, так как бы, понятно, что холодный воздух прет туда. Может быть, как-то подогревать будем, может, еще что-то подумаем. Ну, в общем, все это, вообще все это эксперимент. Вот, так что там, кто сильно злословит в комментариях, можете это поумерить пыл маленько. Значит, это у нас вот растяжки трубы на тальрепах, на подкручивании все. Вот, трос 8 миллиметров, довольно толстый. Значит, что у нас с пленкой? Пленка у нас двойная, то есть первый слой это 200 микрон, производство Светлица, второй слой снизу, который где-то 200, где-то 120 микрон, можно поменьше ставить, тоже Светлица. Обращаю внимание, что надо класть слоем, как написано, чтобы происходил гидрофильный эффект и конденсат скатывался по стенкам, а не на голову, на растение капал. Вот. Брусок 3 сантиметра толщиной, прокручен саморезами с шайбами, 80-ками там, или 90-ми, точно не помню. Вот. Все крепко, все, говорится, надежно. Вот. Правда, единственное, что каркас внутри маленько потеет, то есть конденсат все-таки течет. Вот. Будет, видимо, подгнивать, но это неизбежность. Пойдем, Михаил. Сын снимает, тренируется. Везде у нас форточки для проветривания. То есть вот, к примеру, одна, она сейчас заделана на петлях, будет открываться летом. Здесь у нас еще одна приточка, это приточка в погреб пошла. То есть отсюда у нас затягивается холодный воздух и уходит по трубе утепленной вниз на 5 метров в погреб. Вот дальше выходит уже, ну, так скажем, прогретый. Овощи дышат, то есть он проходит через погреб и выходит уже теплый воздух, отдельная труба в теплице, и надо будет ее пробить вверх на конек, чтобы теплый воздух отработанный, так скажем, уже выбрасывался. Пленочку слегка в расслабленном состоянии прибиваем. Вот сейчас вот 0 примерно. Небольшой плюс, вот она уже натянулась. То есть когда будет минус 30-40, еще сильнее натянется. Вот, то есть смотрите, чтобы не порвало просто. Труба утепленная, покрытая стеклотканью. Просто все по-простому. Закрепили ее проволокой. Вот, и наматываем так, чтобы стекание происходило воды. То есть не наоборот, ну, как чешуя у рыбы. Вот. Все. Тоже уже второй год стоит. Пока ничего не происходит, все нормально. Здесь у нас дверь одна дровяная, а также для проветривания. Вот здесь, Михаил, покажи, здесь мы подъезжаем, вываливаем дрова.
И потом отсюда напрямую заброс происходит уже вовнутрь. Вот специальный дровяной отсек. Вот. То есть он там на глубине, опять же, 2 метров. Просто спокойно туда, без всяких, как говорится, чтобы там поднимать, скидываем и все, поехали. Вот. Но это такой осенне-весенний вариант. Здесь вот дальше идем. Ну вот это другой фасад теплицы. Второй вход дровяной, зимний, так скажем. Здесь у нас северная часть, вот где я стою оттуда. То есть солнце все основное отсюда идет. И здесь вообще можно потом будет закрыть пенополистиролом, сайдингом, доской. Все наглухо забить. Вот эту часть можно здесь вот тоже. То есть, ну, просто чтобы не было конденсата, опять же, внутреннего, чтобы каркас не гнил. То есть все можно здесь утеплять конкретно, как в полноценных каркасных домах делать. Вот. Это у нас вентиляция. Вентиляция электрическая, то есть как она, принудительная называется. Вот, включаем просто из-под конька то, что весь теплый воздух, который бывает, что когда топишь, дым, еще что-то там поднимается вверх, влага. Вот, надо, нажимаем, все вытягивает. Обязательно с подогревным кабелем сделали на всякий случай, что если большие отрицательные температуры, чтобы у нас там не замерз конденсат вместе с вентилятором. Включили, когда надо, он подогрелся, и опять же вентилятор заработал, все вытягивает. Ну вот, заходим. Обязательно все делаем через тамбур, потому что у нас в Сибири очень холодно, очень. То есть для чего тамбур? Для того, чтобы не было прямого проникновения холодного воздуха в теплицу. Вот, чтобы он успевал прогреться, маленько отстояться. Вот, и уже такая нейтральная температура сохранялась. Вот сюда мы заходим, завозим, можно на тачке завозить дрова. Зашли сюда. Вот, зашли. Вот здесь тачку оставили, дрова оставили, дверь закрыли. Потом эту открываем. Сейчас тепло, можно не бояться, что что-то замерзнет. Вот, здесь тоже 2 двери. Здесь открыли, Михаил. Заходи, покажи. Вот, и туда вывалили. Просто там отсек у нас. Отсек с досками. Он у нас наборный, то есть можно доски поднимать по мере надобности. Вот все. Сбросили и закрыли. Все, пойдем сейчас оттуда, с центрального входа. Ну, собственно говоря, пока больших морозов не было, то есть было вот у нас тут минус 10 максимально. Ну, в принципе, нормально, то есть теплица держит без отопления 12 градусов стабильно. Вот, если надо подтопить, если как-то сыро, некомфортно работать там, вот, то просто подтапливаю и все. Вот, так, здесь у нас 15 сантиметров сейчас между пленками. Пойдем. Вот здесь, где стропила, у нас 12 сантиметров пространства. Вот здесь десятка. Вот брус десятка стоит. Вот стеночки вот эти. Здесь у нас десятка между полиэтиленами. Также растяжки идут для трубы. Можно подтянуть, кстати, чуть-чуть. И также вентиляция. Вот 4 трубы у нас. Приточки. Ну и пойдем, заходим
уже в теплицу. Здесь у нас такой, можно сказать, неутепленный вход и спуск идет. Так, заходи, Михаил, отсюда, показывай. Вот, просто один слой полиэтилена, то есть будем смотреть, как будет конденсировать. Зимой, может быть, будет все капать сюда. Вот, тогда будем уже думать, там утеплять или еще что-то. Вот, но, в принципе, свою задачу выполняет, отсекает осадки, отсекает холодный воздух. Дверь из полиэтилена, такого же светличного, двойной. Прямые, сквозные окна, двери, так скажем. То есть, когда будет лето, будет жара, мы должны открыть здесь все. Вот эти окна, двери, и еще по бокам два небольших окна у нас. То есть все открывается, чтобы по фронтону насквозь теплица продувалась. Итак, первый тамбур. Идем вниз. Будет второй тамбур. Вот он, второй. Здесь мы уже на уровне 2 метров. Вот. Здесь полтора, где-то на 1,5. И 3 двери. Так, только это вот так открывается. Вот. На лето, чтобы эта дверь у нас постоянно была открыта. Вот все. И заходим вовнутрь. Давай, Михаил. Чтобы не выстужать особо. Милости просим вас, заходите. Так, ну здесь у нас что? Здесь у нас сама теплица длиной 15 метров. Вот здесь 4 на 4 у нас. Это зона тренажерки. Значит, сейчас активно делаем полки с Михаилом, чтобы расставить растения, чтобы приподнять их чуть-чуть, так как все-таки они еще не адаптировались и прохладно. Прохладно листве, корням. То есть что-то посадил я в землю. Посмотрим, как будет. То есть пока про это обзор ничего не буду снимать. Пока у нас эксперимент в Сибири. Вот первый раз смотрим, как это вообще будет происходить. Рост растений. Вот. Пока просто про теплицу. То есть что, здесь 2 яруса полок будет. Основное солнце идет с востока и проходит южную сторону вот эту. И лучи хорошо попадают, освещают нас вот эту стенку. Вот она, эта труба у нас. Вентиляционная, приток холодного воздуха в погреб. Ну, соответственно, мы стоим прямо над погребом. То есть это зона, это плита 10-сантиметровая, бетонная. Это только верхняя плита 10 сантиметров. Потом идет стирекс 10 сантиметров пенополистирол. И еще 20 сантиметров бетона заармированный. Это крышка погреба. То есть всего бетона 30 сантиметров. Так, идем. Здесь у нас колонка, как я показал, забили. Будет установлена станция для полива, для бойлера. Вот здесь также сделаем полочки, но небольшие. Вот здесь у нас вход в погреб. Тоже немножко прикрою, потому что и прохладно оттуда тянет, и вообще такой большой не нужен пролет. Вот, поэтому перекрою здесь вот так примерно доской, тоже поставлю растения. Прохода будет достаточно. В погреб мы еще спустимся. Так, ну вот идем по центральной дороге. Здесь полки, растения. Освещение тоже будем делать. Здесь зона печки. Вот. Она закрыта специальной каменной шторкой с каменного волокна. Отсекает жар. Сильный жар идет. Вот, чтобы не перегреть нам, не просушить, не обжечь растения. Закрываем, и все без проблем. Печка долгоиграющая, вертикальный загруз, как вы уже поняли. Просто отсюда загружается. И регулируем уже отверстиями подачу кислорода. Ну, собственно, что тут? Ну, вот еще можно показать. Здесь у нас резервуары для воды, для полива.
там нагревание происходит, так как лимоны нельзя поливать холодной. Вот там будет маленько она подогреваться, хотя бы чуть-чуть. Вот, и уже оттуда поливаю. Вот здесь, в принципе, какая-то сушильная тема может быть. Там какие-нибудь цедру сушить, еще что-нибудь на чай. Вот здесь полки можно сделать. Какие-то стеллажики металлические. Вот так вот. И раскладывать, он будет сохнуть махом. Так, и заходим в зону дровяную, техническую, инструментальную. Вот здесь у нас, давай, Михаил, заходи. Покажи, вот столик рядом с отсеком дровяным сделали. Сразу переводи вот сюда на дрова. Вот происходит что отсюда закидываем, просто здесь заборная у нас перегородочка, все заполняется, и все потом отсюда берется и уже несется туда, к печке. Ну вот здесь у нас зона земли, грибов, триходермы и так далее. Вот у нас холодильники старые под развод грибов. Можно показать. Вот это трутовики. На них вон там уже что-то растет активно. Ну, собственно, в теплице у нас 3 основных зоны. Это основная большая часть, где у нас растения, там тренажерка, погреб, печка. Вторая — это у нас техзона дровяная. Здесь, кстати говоря, будет душевая кабинка, рукомойник, бойлер с горячей водой висеть. И третья зона небольшая — это под землю, под опад. Там у нас грибы. В общем, такая ресурсы там наши будут сложены, стратегические. Вот, потому что зима долгая, и растения надо пересаживать, все время с ними возиться, поэтому туда вот затрамбовываем, заполняем все, что для них требуется. Ну, собственно, вот на этом можно и закончить. Сейчас еще там немножко скажем. Вот у меня по коньку есть разрыв. То есть по коньку полиэтилен, он не сшитый между собой. То есть там идет щель. Вот это посмотрим, то есть это товарищ мне подсказал, как это сделать, чтобы не было застоя и чтобы там насекомые туда не попадали. Вот, чтобы они могли оттуда вылететь. Но, конечно, это будет холоднее. То есть как будет работать, посмотрим. На этой высоте, на этой длине, так скажем, теплицы. То есть объем, будет ли прогревать печка. Вот это будет все понятно после зимы. Ну, сейчас заходим в погреб. Погребок небольшой, 3 на 4. Значит, здесь летом, конечно, тепло, потому что воздух, который опускается, он нагретый на улице, соответственно. Вот, поэтому он только сейчас стал охлаждаться. Вот сейчас у нас здесь 9 градусов. Вот, летом вообще там 12 и более. Ну, что показало? То есть одну зиму здесь уже овощи перезимовали, картошка лежит отлично, морковка прорастает, не сильно, но прорастает. Вот всякие банки тоже нормально стоят. Вот, поэтому будем пробовать. Будем пробовать, может быть, сюда еще загружать какой-нибудь лед, чтобы температура более, так скажем, прохладная была, чтобы в лето входить и хотя бы градусов 9, там 8. Вот, может быть, у кого-то есть опыт, кстати, по таким вот сооружениям, там пишите, поделитесь, может быть, как охладить в летнее время, потому что у нас, как вы видите, там и печка, и вообще нагревается хорошо теплица солнцем. Вот, поэтому здесь летом короче, тепло. Вот так.
Вот. Ну а зимой сейчас вот будет минус у нас и опустится здесь, я думаю, что опустится аж до нуля. Придется еще дырки закрывать все. Вот, то есть, ну, в принципе, вот этим подвалом я доволен. То есть функцию свою он выполняет. И не потребовалось рыть где-то отдельно. То есть мы одним махом вырыли сразу здесь еще дополнительное помещение. Вот, и оно у нас закрыто. То есть все, ничего там, не надо его еще дополнительно обслуживать как-то там. Вот, так что все удобно, все хорошо. Вот так вот вышли. Так, идем. Ну вот, собственно, это у нас вид отсюда, уже со стороны печки. Здесь у нас электрика вся, щиток. Все работает уже. Подвели, значит, и туда в грибной отсек, и в инструментальный, и над печкой все у нас светит. Очень удобно. Вот. Так что сразу планируйте, где у вас будет и как проходить освещение, там, розетки, так, и выключатели и так далее. Вот здесь у нас 4 окна. Это проветривание летом. Сейчас они запечатаны уже на зиму, все капитально пеной залиты. Вот, летом будем все это открывать, смотреть. Конденсат, естественно, вот у нас по углу, вот здесь мы видим потеки. Все это неизбежность по ходу. Вот, все это бежит, но в принципе в теплице у нас по датчику. Я смотрел, у меня стоит датчик температуры. Приемник, сама станция у нас приемная в доме. То есть я смотрю за температурой, как тут что опускается, поднимается, и влажность. Сейчас здесь, судя по датчику, 80, примерно 85%, не сыро. Грунт подсыхает, растениям комфортно. Вот, в принципе, завязи есть, плодоносят даже, вот, и неплохо плодоносят. Но это уже отдельный разговор, и я думаю, что это не быстро, то есть чтобы понять, как и что здесь будет у нас с цитрусовыми происходить. Ну, так как это у нас еще технический такой ролик, да, то есть еще скажу, что, ну, все здесь деревянное, еще раз повторюсь. То есть брус, рейки, доски, все из дерева. Сибирский кедр. Сечение сам подбирал, вот, все продумывал, проектировал, тоже сам. Вот, и здесь встал вопрос, то есть как у нас теплица будет в принципе держаться. Какие-то, так скажем, основополагающие моменты крепости, разукошивания, антиветровые нагрузки. То есть приходилось просчитывать, приходилось придумывать. То есть как мы тут строим, как мы умеем строить. То есть это все вот, все это приходилось внедрять. Значит, сейчас здесь у нас, так как каркас не жесткий в принципе, в данной теплице каркас не жесткий, он стоит на опорах. То есть теплица стоит сейчас на стойках 50-сантиметровых, и это не обеспечивает жесткости. То есть если бы у нас конструкция была просто треугольник, стоящий на фундаменте, прикрученный к бетону, вот, то все, можно было расслабиться, ничего не делать, ни ригеля, там, ни подпорки, ни подкосы никакие. У нас бы все стояло просто за счет нашей геометрической фигуры. Но здесь сейчас у нас идут стойки 50-сантиметровые. То есть это как ножки, да, которые вот они вот так вот шатаются при ветре, при каком-нибудь там воздействии со стороны. Вот, поэтому долго думалось, и в итоге сначала думал какие-то ригеля между собой скреплять, еще что-то там дополнительные, но это все затеняет сразу. Затеняет, света здесь и так немного, в принципе, потому что заглубленность и расположение теплицы поперек, да, не повдоль, как надо, чтобы солнце шло, а поперек поставили. Такое расположение участка. Вот, то здесь, значит, придумал такую вещь. То есть вот эта балка, вот, она стягивает две стены между собой и раскреплена еще укосами. Подкосы упираются вниз в бетон и в выкладной венец теплицы. Все. Сейчас
Эта конструкция абсолютно жесткая и плюс еще не затеняющая. Вот даже можно посмотреть, здесь у нас все побеги на лимонах, они пурпурные такие вот, темно-красные. Это говорит о том, что света более чем. Ну все, в принципе, на этом пока закончу. Всем большой удачи в выращивании, в строительстве, в созидании. До новых встреч.